интересно, как они развивают свое тело и как, оказывается, человеческое тело может работать в плане механики. Поэтому мне даже это красиво наблюдать. Многие виды спорта между собой очень похожи. В этом уверена чемпионка России по бальным танцам Анастасия Дубровская. Вот и на волейболе ее опытный взгляд сразу же определил потенциальных чемпионов на танцевальном паркете. Как вы думаете, у кого из волейболистов «Зенита» бы получилось в танце? Витя Полетаева. В каком именно? В каком танце? Ну, джайв. Мы тоже там прыгаем. Вот он, мне кажется, будет хорошо прыгать. Перед стартовым свистком матча произошло важное событие. Троим волейболистам «Зенита» были вручены удостоверения заслуженных мастеров спорта и часы от губернатора Санкт-Петербурга. Чуть-чуть это радует, но это перед матчем, и ты думаешь о матче, поэтому там ежесекундная радость, и потом уже ты думаешь о разборе соперника там, и об игре. К сегодняшней игре команды подходят с разным багажом. Это касается и количества очков, и выигранных партий. Если у «Зенита» в двух предыдущих турах не было ни одной проигранной партии, то у «Новой» из Новокуйбышевска ситуация диаметрально противоположная. Ни одной партии, которую команда могла бы занести в актив. Ну и соперники у них как на подбор все команды из топ-4 российского чемпионата. Это не важно, сколько мы сетов 3-0, 3 игры выиграли или выиграли бы 3-1. Конечно, 3-0 всегда предпочтительнее. Мне не важно, с каким счетом выигрывать. Главное, чтобы у нас была системно хорошая игра, которая приносит победы. Несмотря на то, что в гости в Петербург приехала команда не из первой тройки, недостатков в зрителях не было. В субботний день тысячи болельщиков пришли посмотреть на игру своих кумиров. Мне кажется, соперники достаточно сильные, но «Зенит» справится, потому что им нет равных. Вот, игра очень хорошая, мы под огромными впечатлениями. «Зенит» очень хорош, как и всегда, в принципе. Соперник тоже неплох. Мы вообще ожидали, что команда будет не такая сильная, но они хорошо себя показывают. А с кем сегодня пришли на матч? Это моя внучка, это мой сын. Как вам сегодня волейбол? Отлично. «Зенит» ведет очень солидно, видно преимущество игроков, уровень лучше у «Зенита». Болельщикам тоже было чем заняться. Из зрителей они превратились в самых непосредственных участников волейбольного действа. Нам не удалось в первой партии их отодвинуть от сетки. И много было задействовано ими первого темпа, и поэтому у нас были проблемы. Вторую партию Полетаев Витя выдал серию подач, и сразу же другая игра получилась. И снова третья партия, нам не удалось их отодвинуть от сетки, и, к сожалению, нам было сложно. Это с любой командой так. Если у них идет прием, всегда сложно играть на блоке. Соперник хорошо был готов к нам, то есть хорошо показывали зубы, и как бы мы были на грани того, чтобы проиграть сет и маленько затянуть игру по времени, но
не случилось. А поддержка болельщиков просто была сумасшедшая. Спасибо всем большое, что приходите на наши матчи. Всегда так много народу, что нас поддерживает, что вы любите волейбол. Поэтому приходите почаще, и мы будем радовать вас победой. Отдать должное сопернику. Хорошо играли они. Наверное, забили даже некоторые ситуации там на организованном блоке. А то, что было с разорванного, так вообще у нас не получалось ничего им противопоставить. Поэтому, в принципе, такая равная концовка в третьей партии получилась. Следующий матч уже будет не похож на предыдущие игры, ведь в гостях предстоит сыграть против действующего чемпиона России, столичного «Динамо». Готовились, и эти игры были тоже какой-то частью подготовки к этой игре. И если видели, мы делали замены плановые, пробовали игроков, давали больше игрового времени людям, которые не начинали в стартовом составе, для того, чтобы к этой игре максимально было готовы все. Мало ли, что это сложная игра будет. У нас прошли 3 таких более-менее хороших подготовительных игры, а сейчас пойдет условная мясорубка с верхней части турнирной таблицы. То есть это будет «Динамо», потом будет «Локомотив», потом будет «Казань». То есть 3 очень важных и очень сильных соперника, и мы будем бороться как никогда. Большой волейбол вернется в Петербург 24 октября. Соперник «Зенита» – новосибирский «Локомотив». Команда, игравшая в прошлом сезоне в финале российского чемпионата.